Уральские языки распространены по всей Северной Евразии, от Центральной Европы до Северо-Восточной Сибири. Однако их происхождение остается предметом споров. Существует несколько теорий, указывающих на различные возможные места их зарождения. Алтайско-Саянская горная страна, Междуречье Оби и Енисея в Сибири, территория вокруг слияния рек Волги и Камы в Европе и восточная часть Балтийского региона. Современные носители уральских языков генетически отличаются от своих соседей, говорящих на индоевропейских языках, значительным уровнем сибирской родословной, примерно от 2% у эстонцев до почти 100% у нганасан, и высокой частотой линий гаплогруппы Y-хромосомы N сибирского происхождения. Анализ древней ДНК показал, что эта родословная достигла Европы. Около 3500 лет назад попала в Карелию и около 2600 лет назад в восточную часть Балтийского региона. В отличие от индоевропейских языков, происхождение которых можно проследить по распространению родословной, как у представителей ямной культуры, для доисторического расселения уралоязычных популяций не было обнаружено генетического маркера. Енисейские языки распространены только среди населения Северного и Верхнего Енисея, и кетский язык является единственным сохранившимся языком. Однако в прошлом енисейские языки имели более широкое географическое распространение и в глубокой древности связаны с языками Надене, атабаско-аякско-тлинкитскими Северной Америки, такими как чипевианский и навахо, на которых говорят от Аляски до Аризоны. В предыдущих исследованиях предпринимались попытки найти генетическую связь между атабасками и кетами, но это было непросто из-за генетического сходства кетов с их неенисеяязычными соседями. Разрушительные для генофонда последствия миграций, связанных с более поздним распространением индоевропейских, тюркских и монгольских языков, также затрудняют реконструкцию доисторических миграций носителей уральских и енисейских языков на основе генетических различий у современных людей. В своей новой работе ученые проанализировали генетический материал 180 человек, которые принадлежали к различным археологическим культурам Северной Евразии. Их жизнь охватывала период от мезолита, около 11 тысяч лет назад, до бронзового века, примерно 4000 лет назад. Эти люди населяли территории от Волго-Уральского региона до долины реки Лена в Центральной Сибири. Исследователи объединили полученные данные с информацией о 1312 ранее зарегистрированных древних людях, живших в тех же регионах и в те же временные периоды. Кроме того, они предоставили 88 прямых радиоуглеродных дат. Генетические анализы, включая анализ главных компонент и примесей, показывают, что люди из пояса охотников и собирателей, использовавших керамику, обитавшие в лесостепи Северной Евразии и на южной окраине лесной зоны около 10-5 тысяч лет назад, образуют генетический градиент протяженностью примерно 7000 километров, которого сегодня больше не существует. Авторы назвали людей на этом градиенте клине североевразийскими охотниками-собирателями. Центр этой области находится недалеко от древних северных евразийцев, как представитель Афонтова гора-3, и людей раннего бронзового века из Таримского бассейна. Однако многие другие популяции не попадают на эту клину, включая популяции Центральной и Северо-Восточной Сибири с более северных территорий, из глубин лесной зоны или из Арктики, популяции бассейна Амура и популяции из Прибайкалья примерно 5000 лет назад. Кроме того, чтобы получить представление о генетических различиях и популяционных изменениях, произошедших в этом регионе, в промежутке от 17 до 4000 лет назад, авторы сгруппировали людей вдоль клины североевразийских охотников-собирателей, обитавших в северо-восточной Сибири и вокруг озера Байкал, а затем проанализировали их с помощью набора популяционно-генетических методов. А перед тем, как перейти к результатам работ, хочу поблагодарить всех тех, кто помогает каналу. Без вас его ведение было бы невозможным. Но, к сожалению, таких очень мало. Также напоминаю, что можно поспособствовать выходу обзора любой научной работы по темам канала за относительно небольшую помощь каналу. Связаться со мной можно через группы в Telegram, в
ВКонтакте, Дзене и Рутубе. Там проще. Ссылки на другие ресурсы в шапке и описании каналов. Результаты. Палеосибирское наследие в Азии и Америке. Чтобы исследовать популяционную историю этого региона, авторы сгруппировали 100 жителей Голоцена из северо-восточной Сибири, Прибайкалья и Забайкальского края в генетические популяции, используя F4 статистику. Эти группировки в значительной степени совпадают с археологическими культурами. Авторы выделили 7 кластеров. 5 из них включали несколько человек и 2 с единичными их представителями. В хронологическом порядке это: первый. Человек из пещеры у села Хатыстыр в республике Саха-Якутия на Средней Лене, живший около 10 200 лет назад. Второй. Человек со стоянки Нижняя Джилинда-1 на реке Витим, живший 8400 лет назад на границе мезолита и неолита. Третий. Жители Забайкалья от китойской культуры раннего и среднего неолита к востоку от Байкала, жившие там 8800–6200 лет назад. Четвертый. Жители Прибайкалья из китойской культуры раннего неолита к западу от Байкала, жившие 8000–6600 лет назад. Пятый. Представители ранненеолитической салахской и средненеолитической белькачинской культур бассейна Средней Лены, жившие 6800–6200 лет назад. Шестой. Жители Прибайкалья из серовской, исаковской и глазковской культур позднего неолита и бронзового века, к западу от Байкала, жившие 5100–3700 лет назад. И седьмой. Жители Якутии позднего неолита и бронзового века, связанные в основном с имы-яхтахской культурой, жившие 4500–3200 лет назад. Остальные люди были генетически промежуточными и соответствовали примесям других проанализированных групп. В дополнение к представителям этих 7 кластеров было добавлено 3 более древних жителей. Из пещеры Хайыргас на Средней Лене в Якутии возрастом 16 700 лет, из Усть-Кяхты на правом берегу Селенги в Бурятии возрастом 14 тысяч лет и из урочища Дуванный Яр на реке Колыма возрастом 10 100 лет, в результате чего был получен пространственно-временной разрез из 10 элементов. Древнейший человек в полученном пространственно-временном разрезе из пещеры Хайыргас на Средней Лене в Якутии дюктойской культуры возрастом 16 700 лет относится к родственным группам коренных американцев и может быть смоделирован как полностью происходящий от источника, связанного с коренными американцами. Термин «древние палеосибиряки» использовался для обозначения предков человека из Дуванного Яра на реке Колыма, и авторы расширяют этот термин, чтобы обозначить доголоценовую популяцию, смешанную с древними северными евразийцами и восточными азиатами, которые дали начало коренным американцам, из которых человек из пещеры Хайыргас может представлять почти не смешанную их предковую группу. Родословная древних палеосибиряков сыграла ключевую роль в генетическом формировании всех более поздних групп в полученном сибирско-пространственно-временном разрезе и североамериканской Арктике. Результаты показывают, что родословная древних палеосибиряков могла распространиться в северо-восточной Сибири Верхнего Палеолита вместе с берингийской традицией обработки камня, богатой коническими и клиновидными микронуклеусами. Родословная древних палеосибиряков сохраняется в высоких концентрациях, но с примесью дополнительной восточно-азиатской родословной у 2 более поздних жителей – Усть-Кяхты, к югу от озера Байкал, на реке Селенга, с той же технологией обработки камня, и Колымы, недалеко от Берингова пролива. Далее к западу от Алтая, в раннем Голоцене, около 9000 лет назад, в результате смешения родословных древних палеосибиряков и древних североевразийцев сформировалась родословная популяция неолита Алтая на клине североевразийских охотников-собирателей, которые были связаны с кузнецко-алтайской культурой Верхнего Приобья и предгорий Алтая. Предыдущие исследования продемонстрировали, что в северо-восточной Сибири на протяжении Голоцена
наблюдалось увеличение доли восточноазиатской, неосибирской родословной, в то время как уровень родословной древних палеосибиряков сокращался. Исследователи выявили, что происхождение этого растущего числа выходцев из Восточной Азии можно проследить по крайней мере до двух основных источников предков. Первые связаны с внутренней частью Северо-Восточной Азии, которые, по мнению авторов, могут быть сопоставлены с людьми из Юмина, уезда Хуаде, городского округа Уланчаб, автономного района Внутренняя Монголия в Китае, жившими примерно 8400 лет назад, и до голоценовых охотников-собирателей, которые жили в бассейне Амура около 14 тысяч лет назад. Самый древний представитель в полученном сибирско-пространственно-временном разрезе из пещеры у села Хатыстыр в республике Саха-Якутия на Средней Лене, живший около 10200 лет назад, с высоким уровнем восточно-азиатского и низким уровнем древнего палеосибирского происхождения, продемонстрировал сильное сходство с охотниками-собирателями, жившими на реке Амур. Однако последующие популяции, жившие южнее, включая жителей Забайкалья, от китайской культуры раннего и среднего неолита, которые обитали там в период 8800–6200 лет назад, а также людей раннего неолита Прибайкалья, живших 8800–6000 лет назад, и неолита Северной Монголии, существовавших около 7500 лет назад, демонстрировали все большее сходство с источником из внутренней части Северо-Восточной Азии. Авторы обнаружили, что более поздние группы различаются по сочетанию восточноазиатских предков. Люди, попадающие на клин у североевразийских охотников-собирателей, включая Прибайкалье раннего неолита и Забайкалье раннего и среднего неолита, имеют характерную примесь восточноазиатских предков, которая является промежуточной по родству между источниками из внутренней части Северо-Восточной Азии и связанными с Амуром. Но популяции, не относящиеся к североевразийским охотникам-собирателям, такие как собиратели из бассейна реки Амур или Прибайкалья, позднего неолита Бронзового века, имеют другие соотношения. Кстати, это очень важные данные. Такое вам не покажут однородительские маркеры в виде гаплогрупп. В Прибайкалье родословная раннего неолита 8000–6600 лет назад была заменена родословной позднего неолита и Бронзового века 5100–3700 лет назад, с большим вкладом от древних палеосибиряков, что совпало с переходом от ранненеолитической китайской культуры к серовской, исаковской и глазковской культурам позднего неолита и Бронзового века. Однако, несмотря на повышенную долю родословной от древних палеосибиряков, популяции Прибайкалья позднего неолита и Бронзового века не демонстрируют повышенного сходства с коренными американцами или популяциями Берингового пролива по сравнению с другими группами, представляющими собой схожую смесь древних североевразийцев и восточноазиатов. Вместо этого они разделяют высокий уровень дрейфа с современными популяциями из Центральной Сибири, особенно из бассейна Енисея. К северу от Байкала, вдоль Лены, человек из пещеры у села Хатыстыр в республике Саха-Якутия на Средней Лене, живший около 10200 лет назад, получил большую часть своего происхождения от охотников-собирателей бассейна Амура. Но примесь из источника, связанного с представителем урочища Дуванный Яр на реке Колыма возрастом 10100 лет, привела к увеличению древней палеосибирской родословной в последующей группе со стоянки Нижняя Джлинда-1 на реке Витим, жившей 8400 лет назад, на границе мезолита и неолита. Затем доля родословной древних палеосибиряков снизилась за счет примеси из восточноазиатских источников после миграций, которые, по-видимому, совпадают с переходами между археологическими культурами. В первом случае произошел переход от генофонда популяции как на стоянке Нижняя Джлинда-1 на реке Витим, жившей 8400 лет назад, к генофонду как у представителей ранненеолитической Салахской и средненеолитической Белькачинской культур бассейна Средней Лены, живших 6800–6200 лет назад, с примесью около 20% от восточноазиатского источника из Прибайкалья. Во втором случае наблюдалось еще около 50% примеси от жителей Забайкалья от китайской культуры раннего и среднего неолита к востоку от Байкала, живших там
6200 лет назад, в популяции сеалахской и среднеонеолитической белькачинской культур бассейна Средней Лены, что привело к образованию генофонда обитателей Якутии, связанных в основном с имаяхтахской культурой 4500-3200 лет назад. Эта последовательность из 4 популяций северо-восточной Сибири на графике анализа главных компонент однозначно смещена в сторону коренных американцев и популяции Берингового пролива. По статистике F4 они ближе к древним и современным популяциям Берингового пролива, чем любые другие группы со схожей долей предковых компонент древних североевразийцев и восточноазиатов. При этом авторы подтверждают, что представители раннеонеолитической сеалахской и среднеонеолитической белькачинской культур бассейна Средней Лены внесли значительный вклад, около 70%, в людей, практиковавших арктическую традицию малых орудий в арктических и субарктических регионах Северной Америки, представленных палеоэскимосами культур Сакак, Дарсет и родственных им культур. Эта палеоэскимосская родословная, родственная носителям сеалахской и белькачинской культур, сохранилась во всех более поздних популяциях вокруг Берингового пролива, включая те, что связаны с современными носителями эскимоско-алеутских, чукотско-камчатских и юкагирских языков, что объясняет уникальные трансберингийские генетические связи этой последовательности 4 популяций. Авторы предполагают, что это представляет собой второй основной путь сохранения родословной древних палеосибиряков, то есть это популяции маршрута 2. Однако древние носители атабасских языков являются исключением, поскольку им не требуется эта родословная от палеоэскимосов культуры Сакак. А это предполагает, что атабаски и палеоэскимосы имеют разное происхождение от древних палеосибиряков, что противоречит предыдущим выводам этой же группы ученых и подтверждает предположение о множественных голоценовых миграциях из Евразии в Америку. Также авторы обнаружили многообещающие, но слабые доказательства участия популяции Прибайкалья из Серовской, Исаковской и Глазковской культур позднего неолита и бронзового века к западу от Байкала, живших 5100-3700 лет назад, и из Усть-Кяхты на правом берегу Селенги в Бурятии возрастом 14 тысяч лет, маршрута 1, для примеси родословной древних палеосибиряков у древних атабасков. А лингвисты обнаружили связь между енисейскими языками Центральной Сибири и языками Надена Северной Америки. И результаты из данной работы могут служить генетическим подтверждением гипотезы о существовании дено-енисейской семьи языков. Клина североевразийских охотников-собирателей. Южнее, вперед между 10 и 4 тысячами лет назад, все новые, 150 образцов, и ранее опубликованные 81 образец, генетические данные людей из североевразийской лесостепи и южной границы лесной зоны формируют генетический градиент – клину североевразийских охотников-собирателей. Эта клина соединяет восточноевропейских охотников и собирателей, использовавших керамику, с их коллегами из Забайкалья, что видно из анализа примесей и графика анализа главных компонент. Люди на этой клине были сгруппированы по месту, времени и генетическому сходству. Подавляющее большинство может быть смоделировано как смесь 4 компонент. Западноевропейских охотников-собирателей возрастом около 10 тысяч лет, восточноевропейских охотников-собирателей, как представители елшанской культуры Среднего Поволжья Ай-6413, старейшей культуры, использовавшей керамику в Восточной Европе, возрастом около 8 тысяч лет, древних северных евразийцев, как представитель Афонтовой горы 3, возрастом около 16 тысяч лет, и восточноазиатских охотников-собирателей бассейна Амура, возрастом около 19 тысяч лет. На Западе охотники-собиратели от Балтики до Урала в таких культурах, как елшанская, ямочно-гребенчатой керамики, льяловская и волосовская, в основном имеют родословную восточноевропейских охотников-собирателей с низким вкладом от западноевропейских охотников-собирателей, что согласуется с предыдущими результатами. К востоку от Урала в неолитическом населении рек Тобол и Средний Иртыш и вокруг и неолитических западносибирских культур, использующих керамику гребенчато-ямочной формы, родословная восточноевропейских охотников-собирателей
смешана с родословной древних северных евразийцев, с низким уровнем восточно-азиатской родословной, аналогично популяции батайской культуры в казахских степях и ранее описанным западносибирским охотникам-собирателям, живших 6600–8100 лет назад. Дальше на восток люди из кузнецко-алтайской культуры, Верхней Оби и предгорья Алтая могут быть смоделированы как двухсторонние смеси древних северных евразийцев и восточноазиатских охотников-собирателей. Это же наблюдается и у людей с неолитических памятников Верхнего Енисея и бассейна его правого притока реки Кан, где родословная древних северных евразийцев идет на спад, а восточноазиатских охотников-собирателей нарастает. Генетический градиент простирается в китайскую культуру Прибайкалья, через Прибайкалье раннего неолита и заканчивается в Забайкалье раннего и среднего неолита. В поисках источника происхождения предков североевразийских охотников-собирателей, живших к западу от Алтая, авторы определили два источника. Один связан с представителями кузнецко-алтайской археологической культуры эпохи неолита, которые жили около 9000 лет назад, а другой с людьми из Таримского бассейна, жившими в период раннего и среднего бронзового века, около 4000 лет назад. Однако, учитывая, что жители Таримского бассейна жили позже, можно предположить, что популяции охотников-собирателей, связанные с этим регионом, могли существовать в Центральной Азии до бронзового века и внести свой вклад в формирование северных групп. Клина североевразийских охотников-собирателей разделилась в середине Голоцена, после миграции как с запада, так и с востока. С запада распространилась родословная степных скотоводов раннего и среднего бронзового века, связанная с ямной культурой. Затем последовали миграции людей из степи среднего и позднего бронзового века со схожей родословной, но уже с примесью европейских земледельцев, благодаря фатьяновской, синташтинской и андроновской культурам. А с востока другие миграции привнесли на клину североевразийских охотников-собирателей родословную Прибайкалья позднего неолита и бронзового века, около 5400 лет назад. В дальнейшем, в результате смешения степных групп среднего и позднего бронзового века с различными восточно-азиатскими группами, возникли смешанные популяции, расположенные на нескольких генетических градиентах. Эти популяции внутренней Азии объединяют тюркоязычные, монголоязычные, тунгусоязычные и енисейскоязычные смешанные группы, а также скотоводов позднего бронзового и железного веков, таких как скифы, сарматы и хунну. Кстати, по хунну позже скажу. Авторы исследования подчеркивают, что вклад североевразийских охотников-собирателей в формирование этих более поздних групп был незначительным. Однако две группы позднего неолита и бронзового века, не относящиеся к этой клине, внесли значительный вклад. Первая – жители Прибайкалья, носители серовской, исааковской и глазковской культур, которые жили к западу от Байкала 5100–3700 лет назад. И вторая – жители Якутии, в основном связанные с имо-яхтасской культурой, жившие 4500–3200 лет назад. Родословная Прибайкалья позднего неолита и бронзового века прослеживает енисейские языки. Представители Прибайкалья, относящиеся к группе позднего неолита и бронзового века, имеют богатую родословную древних палеосибиряков и занимают особое положение на графике анализа главных компонент, и имеют исключительно сильное сходство с обитателями внутренних районов Северо-Восточной Азии, в то время как другие древние группы, богатые родословной древних палеосибиряков из Северо-Восточной Сибири, то есть все 4 популяции по маршруту 2, более тесно связаны с группами, жившими в районе Берингового пролива. 4 направления анализа показывают, что Прибайкалье позднего неолита и бронзового века в большей степени связано с современными популяциями бассейна Енисея, включая и наличие гаплогруппы Q YP1691, обнаруженной только у мужчин из глазковской культуры Прибайкалья позднего неолита и бронзового века и встречающейся с высокой частотой у кетов и с меньшей у самодийских и сибирских тюркских популяций, таких как селькупы и тувинцы. Этнолингвистические данные и исторические записи свидетельствуют о том, что южносибирские тюрки
ассимилировали носители енисейского языка, начиная с появления енисейских кыргызов в VI веке нашей эры и вплоть до периода раннего нового времени. На других сибирских тюркских языках, якутском и долганском, говорят народы, чьи предки мигрировали в прошлом тысячелетии из региона, где сегодня проживают южносибирские тюрки. Дальше к северу этнографические данные свидетельствуют о том, что некоторые группы, говорящие на самодийских языках, поддерживали тесные связи с носителями енисейских языков, заключая много смешанных браков. Неожиданно авторы также обнаружили, что два ранее опубликованных аномальных для места находки образца позднего бронзового века 3000–2900 лет назад из Минусинской котловины вдоль Верхнего Енисея соответствовали почти полному происхождению от популяции Прибайкалья позднего неолита и бронзового века 85–95% и всех современных или древних смешанных популяций внутренней Евразии. В работе, где они были опубликованы, они отнесены к карасукской культуре, но новые археологические исследования указывают на альтернативное отнесение их к луговской культуре. Таким образом, популяции с очень высоким уровнем родословной Прибайкалья позднего неолита и бронзового века были распространены вдоль Верхнего Енисея к концу бронзового века, около 3000 лет назад, недалеко от того места, где сегодня наблюдается максимальный уровень этой родословной. За исключением кетского, все 6 других ныне вымерших енисейских языков были распространены в регионе, где родословная Прибайкалья позднего неолита и бронзового века достигает своего пика сегодня. А кеты достигли своего нынешнего северного местоположения в ходе недавней экспансии уже в 17 веке. Эти результаты согласуются с реконструкциями, основанными на распространении енисейских гидронимов о прародине носителей енисейских языков между Прибайкальем и верховьями Енисея. Люди с генетическим профилем Прибайкалья позднего неолита и бронзового века впервые появляются 5400–3800 лет назад в Серовской, Исаковской и Глазковской культурах. Вдоль Средней Ангары, единственной реки, вытекающей из озера Байкал, правого и крупнейшего притока Енисея, люди с этим генетическим профилем встречаются в захоронениях по типу глазковских. Таким образом, родословная Прибайкалья эпохи позднего неолита и бронзового века может проследить перемещение носителей енисейских языков еще дальше в доисторическую эпоху. Родословная Якутии позднего неолита и бронзового века прослеживает уральские языки. Представители Якутии позднего неолита и бронзового века были носителями преимущественно имаяхтахской культуры долины реки Лена и входят в число популяций маршрута 2, имеющих характерный генетический дрейф с популяциями Берингового пролива. Их можно смоделировать как смесь 50% людей из предшествующих популяций сеалахской и белькачинской культур долины Лены и 50% носителей забайкальской китойской культуры, живших в эпоху раннего и среднего неолита. Связь с людьми из Забайкалья раннего и среднего неолита также подтверждается общими субкладами гаплогруппы Y-хромосомы N и согласуется с археологическими реконструкциями происхождения имаяхтахской культуры. Однако человек со стоянки Нефтепровод-2 в Канско-Рыбинской лесостепной котловине Красноярского края, далеко к юго-западу от долины реки Лена, возрастом около 4200 лет, в месте, где ранее обитали популяции клины североевразийских охотников-собирателей, также имел генетический профиль Якутии позднего неолита и бронзового века, что позволяет предположить, что эти люди могли расселиться из северо-восточной Сибири в лесостепи к северу от Алтая-Саян чуть больше 4000 лет назад, что совпадает с распространением имаяхтахской керамики в этом регионе, датируемой этим периодом. При этом генетический профиль Якутии позднего неолита и бронзового века однозначно ассоциируется с древними и современными носителями уральских языков. Сейминско-Турбинский феномен и родословная Якутии позднего неолита и бронзового века. В популяциях от Восточной Европы до Западной Сибири, включая фатьяновскую, синташтинскую и андроновскую культуры, не было обнаружено родословной Якутии позднего неолита и бронзового века,
Но современные носители уральских языков из этих регионов демонстрируют наличие этой родословной, что свидетельствует о том, что примерно 4000 лет назад, не ранее, родословная Якутии позднего неолита и бронзового века распространилась на запад, частично заменив родословную степи среднего и позднего бронзового века и европейскую родословную позднего неолита и бронзового века. Этот переход, вероятно, сопровождался распространением гаплогруппы Y-хромосомы N, связанной с Уралом, которая отсутствовала в Восточной Европе и Западной Сибири до появления родословной Якутии позднего неолита и бронзового века. В данной работе авторы демонстрируют, что самые ранние этапы миграции на запад людей с родословной Якутии позднего неолита и бронзового века произошли в рамках сейминско-турбинского феномена. Этот феномен представляет собой внезапное появление схожих бронзовых артефактов, созданных с использованием передовых технологий литья, которые распространились по обширной территории Северной Евразии, от Китая до Балтики, около 4000 лет назад. Археологи сходятся во мнении, что сейминско-турбинский феномен сыграл ключевую роль в развитии металлургии в Восточной Азии и распространении передовых технологий бронзового литья с использованием олова в Европе. Сейминско-турбинские артефакты славятся своей изысканностью и утонченностью. Большинство из них представляют собой оружие, однако некоторые имеют ритуальное значение. Большинство сейминско-турбинских артефактов – это отдельные находки, разбросанные по памятникам разных культур, но многие встречаются в церемониальных некрополях, обнаруженных по всей Западной Сибири и Восточной Европе, которые представляют собой крупные комплексы погребений и иногда пустые ритуальные могилы, кинотафы, с богатыми коллекциями сейминско-турбинских артефактов и форм для литья. Такое необычное распределение породило множество предположений о социальной прародине сейминско-турбинского феномена и о личности людей, с ним связанных. До сих пор были обнаружены только материальные свидетельства изготовления сейминско-турбинских бронзовых артефактов, которые были найдены на поселениях рыболовов-собирателей, использовавших металл, в Обь-Иртышском бассейне и в регионе между Верхней Обью и Верхним Енисеем. Это необычное культурное объединение вызвало множество дискуссий в научной литературе. Авторы получили данные по всему геному 16 человек из 4 участков возрастом около 4000 лет. 9 человек из могильника Ростовка на левобережье реки Омь в 15 километрах от Омска и 2 человека из могильника Сатыга-16 в Кандинском районе Ханты-Мансийского автономного округа Югры к востоку от Среднего Урала относятся к сейминско-турбинскому феномену. Но авторы добавили к ним еще 5 человек с других стоянок сейминско-турбинского периода, которые, согласно генетическим данным, могут быть с ним связаны. Это один человек из могильника позднекротовской черноозерской культуры, Черноозерье-1 в Омском Прииртышье, неподалеку от деревни Черноозерье Саргатского района Омской области, и 4 человека со стоянки на холме Татарка у села Большое озеро Шарыповского муниципального округа Красноярского края, Красноярско-Канской лесостепи, к северу от Алтая. В генетических моделях 4 человека со стоянки на холме Татарка генетически соответствуют генофонду Якутии позднего неолита и бронзового века. Напротив, у людей из Ростовки, Сатыги-16 и Черноозерья в различных пропорциях присутствуют 3 основных и 2 второстепенных источника родословной. Из основных – родословная Якутии позднего неолита и бронзового века, родословная популяции склины североевразийских охотников-собирателей с высоким вкладом древних североевразийцев и родословная степи среднего и позднего бронзового века, как у носителей фатьяновской, синташтинской и андроновской культур. При этом 2 человека из Сатыги-16, погребенные западнее, были носителями всех 3 основных источников родословной, в отличие от людей, обнаруженных в Ростовке, где 4 из 9 погребенных людей имели родословные из одного источника. 2 продемонстрировали родословную североевразийских охотников-собирателей. 1 – родословную Якутии позднего неолита и бронзового века, и еще 1
родословную степи среднего и позднего бронзового века. Приближенная модель для людей, связанных с семинско-турбинским феноменом, указывает на то, что ближайшими их предками были люди, генетически связанные с жителями со стоянки на холме Татарка, без дополнительной примеси от Якутии позднего неолита и бронзового века в Центральной Сибири. Эта связь подкрепляется наличием в ростовке гаплогруппы N L1026 у мужчины I 32545 с родословной Якутии позднего неолита и бронзового века, которые также несут все четверо человек со стоянки на холме Татарка. Субклада NL1026 Z1936 из ростовки широко распространена у современных уральских популяций от Западной Сибири до Балтийского моря, достигая сегодня максимальной частоты примерно до 40% вблизи Балтики, у финнов, вепсов и карелов. А родословная популяция склины североевразийских охотников-собирателей у людей, связанных с семинско-турбинским феноменом, в значительной степени происходит от предшествующих местных неолитических и энеолитических популяций Западной Сибири, что согласуется с происхождением от охотников и рыболовов, использующих металл, соседних Одиновской и Кротовской культур, которые занимались систематическим литьем сейминско-турбинских артефактов. Однако в моделях для некоторых образцов требовалась дополнительная родословная североевразийских охотников-собирателей из более отдаленных мест, из источников, связанных с восточными охотниками-собирателями или неолитическими популяциями Алтая. А два второстепенных источника родословной, в дополнение к трем основным упомянутым выше, восточноазиатский, который отличался от Якутии позднего неолита и бронзового века, и источник, связанный с западноевропейскими охотниками-собирателями, вплоть до Балтийского региона. К примеру, в анализах родословная представителя семинско-турбинского периода из Черноозерья-1 в Омском Прииртышье прослеживается как минимум к трем популяциям охотников-собирателей из широко разделенных регионов Евразии – Балтика, Западная Сибирь и Алтая-Саянский регион. Результаты показывают, что семинско-турбинские артефакты изготавливались, обменивались и распространялись в рамках социокультурного контекста, который объединял людей из разных популяций, охватывающих весь континент, в сплоченные социальные группы, представители которых были погребены вместе в одних некрополях. Археологические и генетические данные отражают моментальный снимок этого процесса, раскрывая закономерности мобильности людей. Генетические данные коррелируют с археологическими свидетельствами, которые указывают на схожесть артефактов, найденных на больших географических расстояниях, что является необычным для культурных групп того периода. Итоги. Подводя итог, можно сказать, что новое исследование выявило 5 основных изменений в генофонде населения Северной Евразии. Первое. Популяции людей с генофондом, родственным коренным американцам, смешались с людьми с восточно-азиатской родословной и из двух источников. Из внутренней Северо-Восточной Азии и из бассейна Амура. После чего люди с этой смешанной родословной внесли свой вклад в происхождение более поздних популяций по всей Сибири. Родословная древних палеосибиряков сохранялась двумя путями, первый из которых, маршрут 1, связан с родословной древних палеосибиряков в Центральной Сибири, а второй, маршрут 2, с родословной древних палеосибиряков в популяциях по обе стороны Берингового пролива. Второе. Ранние охотники-собиратели, которые пользовались керамикой и жили в лесостепи и лесах северной части Евразии в эпоху раннего и среднего Голоцена, примерно 10-15 тысяч лет назад, образовали генетическую клину североевразийских охотников-собирателей, охватывающую континент с востока на запад, включающую восточных охотников-собирателей, древних североевразийцев и восточноазиатов. Генофонд людей на этой клине начал растворяться из-за нескольких крупных миграций в среднем Голоцене, начиная примерно с 5000 лет назад, в результате которых родословная североевразийских охотников-собирателей либо была полностью замещена, либо сильно разбавлена. Третье. Обновление генофонда около 5400 лет назад
привело к появлению популяции Прибайкалья позднего неолита и бронзового века к западу от озера Байкал, популяции маршрута 1. Эта родословная распространилась из Прибайкалья в Енисейский регион к концу позднего бронзового века, около 3100 лет назад. Сегодня наличие этой родословной тесно связано с носителями енисейских языков и теми, кто, вероятно, исторически смешивался с ними. Ученые также обнаружили, что палеоэскимосская популяция Гренландии внесла значительный вклад в происхождение древних палеосибиряков во все более поздние древние популяции по обе стороны Берингового пролива, что объясняет их высокую степень родства с популяциями, связанными с маршрутом 2. Но древние атабаски Аляски около 1000 лет назад являются исключением, что согласуется с их происхождением от древних палеосибиряков из другого источника. Этот результат также подкрепляется многообещающими доказательствами того, что древний палеосибирский источник у атабасков имеет родство с популяцией, связанной с маршрутом 1, представляя первые генетические данные в поддержку Дене-Енисейской гипотезе. Четвертое. Обновление генофонда, произошедшее 4500 лет назад, привело к появлению популяции Якутии позднего неолита и бронзового века на северо-востоке Сибири, одной из популяций, вошедших в маршрут 2. Сегодня эта группа, как правило, является единственной восточноазиатской группой, представленной среди уралоязычных народов, что является поразительной особенностью, не свойственной ни одной другой этнолингвистической группе. Эта родословная появляется в Красноярском крае, вдоль верховья Енисея, к юго-западу от Якутии, примерно 4200 лет назад, наряду с субкладами гаплогруппы Y-хромосомы N, встречающимися с высокой частотой среди современных уралоязычных мужчин вплоть до Балтийского моря. Эта родословная, вероятно, распространилась на большие расстояния благодаря миграциям людей, которые распространяли уральские языки. И пятое. Люди, жившие во времена Семинско-Турбинского феномена, были генетически неоднородны, но многие из них имели родословную Якутии позднего неолита и бронзового века, что подтверждается находками на семинско-турбинских памятниках, расположенных недалеко от Урала, значительно западнее от первоначального ареала распространения этой родословной. Это географическое распределение согласуется с теориями о том, что семинско-турбинский феномен был связан с расселением ранних уралоязычных сообществ. Остальная часть генетического происхождения людей, погребенных на семинско-турбинских памятниках, демонстрирует значительное разнообразие, охватывая территории от Балтики до Байкала. Такая картина генетического происхождения свидетельствует о социальном процессе, который позволил, по крайней мере, нескольким поколениям контактировать и заключать браки между людьми, которые были генетически и культурно очень далеки друг от друга. Распространение языков в больших сообществах не обязательно связано с миграцией людей. Однако в небольших сообществах этот процесс, вероятно, требует хотя бы небольшого перемещения людей, что может проявляться в виде генетической примеси. Одним из важных аналитических открытий исследования является идентификация родословной Прибайкалья позднего неолита и бронзового века как генетического маркера для распространения ранних носителей енисейского языка. Авторы также показывают, что древние атабаски Аляски, жившие около 1100 лет назад, уникальны среди североамериканских народов Арктики, потому как не имеют палеоэскимосской родословной, но демонстрируют предварительные признаки генетического вклада древней палеосибирской популяции маршрута 1, которая также внесла свой вклад в формирование носителей енисейских языков. Эти результаты позволяют установить связь между миграциями ранних носителей енисейских языков и Прибайкальем. Они также могут предоставить предварительную генетическую поддержку гипотезе о связи между енисейскими языками Сибири и атабасскими языками Северной Америки, известной как Дене-Енисейская гипотеза. Второе важное открытие, сделанное в ходе исследований, заключалось в том, что родословная Якутии позднего неолита и бронзового века может служить отличным индикатором распространения ранних уралоязычных сообществ. Более того, обнаружено,
что самые ранние миграции этой группы на запад были связаны с людьми, которые имели отношение к сейминско-турбинскому феномену. Археологи ведут дискуссии о том, какие социальные процессы способствовали широкому распространению сейминско-турбинских артефактов в различных культурах. В ходе исследований было обнаружено, что люди, похороненные в сейминско-турбинских некрополях, демонстрировали значительную генетическую вариативность. Это противоречит гипотезе о генетической однородности носителей сейминско-турбинского феномена. Результаты исследования показывают, что люди из генетически и культурно различных социальных групп могли либо одновременно объединиться в мобильную популяцию, что могло произойти и в другом месте и до возникновения сейминско-турбинских памятников, либо основываясь на многофакторном смешении в составе населения сейминско-турбинского некрополя, активно и непрерывно взаимодействовать друг с другом на протяжении многих поколений, что привело к формированию этих памятников. Эти выводы согласуются с разнообразием других культурных артефактов, найденных в сейминско-турбинских некрополях. Среди них керамика, подобная той, что производилась западносибирскими охотниками-собирателями и жителями Красноярско-Канской лесостепи вокруг холма Татарка. Изделия из кремня, кости или нефрита, похожие на культуры крайнего северо-востока Сибири и Байкала, и металлические изделия, которые не имеют отношения к сейминско-турбинским традициям, а были из синташтинской и абашевской культур. Три источника материальной культуры соответствуют и трем основным генетическим группам на сейминско-турбинских памятниках, также обнаруженным в археогенетическом исследовании Ростовки, опубликованном в 2024 году, где авторы, помимо различий по полногеномным данным, также выявили и различия по мужским линиям. Одна из обнаруженных гаплогрупп Y-хромосомы, R1AZ645, наиболее широко распространена в Евразии и репрезентативна для маркера движения на восток групп, связанных с культурами шнуровой керамики и фатьяновской. Гаплогруппа N1A, NL392 у человека с наибольшей долей северосибирского происхождения была также обнаружена у двух жителей Большого Оленьего острова Кольского залива. Эта линия является одной из наиболее распространенных в современных уральских популяциях, что подчеркивает потенциальную важность Y-хромосомы NL392 в распространении прото-уральского языка. Один из мужчин был отнесен к гаплогруппе Q1b, QM346, которая встречается по всей Азии, в том числе в нескольких тюркоязычных популяциях, например, тувинцев-таджинцев, алтайцев и сойтов, а также у монголоязычных калмыков. Еще один человек нес линию Q1b, QL53, которая также распространена среди современных тюркоязычных народов по всей Евразии. Гаплогруппа QYP4004, которая включает центральноазиатские линии QL53, без учета L54, была определена у одного древнего представителя коренных американцев из пещеры Лавлок в Неваде, возрастом 1800 лет. А старейшим носителем этой линии из обнаруженных на момент публикации был представитель байкальского неолита возрастом 4846 лет. Линия C2AL1373, носителем которой является еще один захороненный в Ростовке, с высокой частотой встречается в популяциях Центральной и Северной Азии, а также Америки. Еще одна обнаруженная линия Y-хромосомы R1BM73, сестринская к R1BM269, распространена в наши дни на Кавказе, в Сибири, Монголии и Центральной Азии. Материнские линии также были разнообразны. А в описываемой работе наличие предков из нескольких популяций охотников-собирателей на огромных расстояниях от Прибайкалья на востоке до Прибалтики на западе на сейминско-турбинских памятниках свидетельствует о том, что сети обмена металлами в бронзовом веке оказывали преобразующее воздействие на социальную жизнь, а также может служить доказательством социально-политического и экономического развития в сообществах охотников-собирателей, которые часто остаются незамеченными. А вывод о том, что люди с генетическим профилем, характерным для Якутии позднего неолита и бронзового века, расселились на запад почти до Европы, и это было связано с сейминско-турбинским феноменом,
имеет важное значение для археологии и лингвистики. Человек со стоянки «Нефтепровод-2» в Канско-Рыбинской лесостепной котловине Красноярского края возрастом около 4200 лет, живший недалеко от стоянки на холме Татарка, но по времени раньше, показывает, что родословная Якутии позднего неолита и бронзового века попала в Красноярско-Канскую лесостепь 4200 лет назад и сохранилась там, прежде чем внести свой вклад в людей, захороненных в Сейминско-Турбинских некрополях, расположенных еще западнее. Погребальные обряды, зафиксированные на холме Татарка и у нефтепровода-2, имеют много общего. Это позволяет предположить, что генетическая популяция, которая принесла родословную Якутии позднего неолита и бронзового века в Красноярско-Канскую лесостепь и оказала влияние на Сейминско-Турбинские некрополи, также была культурно сплоченной. Авторы называют эту популяцию Анжевским комплексом археологических памятников. Другим материальным подтверждением генетической связи между Сейминско-Турбинскими некрополями и группами, изначально имевшими родословную из северо-восточной Сибири, служат доспехи из костяных пластин, найденные в Глазковской и особенно в Имыяхтахской культурах. Один комплект был захоронен с мужчиной на стоянке Кёрдюген с родословной Якутии позднего неолита и бронзового века и гаплогруппой Y-хромосомы N4A1, а другие в Красноярско-Канской лесостепи в районе нефтепровода-2 и холма Татарка. В Ростовке найдены 3 набора, один из которых связан с мужчиной Ай-32816 из могилы 33, имевшим родословную как Якутии, так и Прибайкалья позднего неолита и бронзового века. Лингвисты задокументировали сотни индоиранских заимствований, которые современные уральские языки унаследовали от сообществ, говоривших на протоуральском языке, или от ранних уральских сообществ, существовавших сразу после его распада. Индоиранская экспансия была связана с распространением родословной степи среднего и позднего бронзового века от популяции синташтинской культуры Зауралья в другие части Центральной и Западной Азии, где она сохранилась у исторически засвидетельствованных носителей иранского языка, и далее в Южную Азию. Находки из Ростовки и Сатыги-16, свидетельствующие о взаимодействии и смешении между населением степи среднего и позднего бронзового века, которая, вероятно, относилась к абашевской культуре, и группами, имевшими родословную Якутии позднего неолита и бронзового века, представляют привлекательный контекст, в котором этот языковой обмен мог впервые состояться, и является дополнительным доказательством присутствия уралоязычных групп на Сейминско-Турбинских памятниках, как и предполагалось ранее. Уральские языки, распространенные от Западной Сибири до Центральной Европы, географически изолированы от языков восточных степей и крайнего северо-востока Сибири. Однако лингвисты выявили следы древних связей с юкагирскими и эскимоско-алеутскими языками, с одной стороны, и высокий уровень типологического сходства с языками в так называемом алтайском языковом ареале, монгольскими, тунгусскими и тюркскими, с другой стороны. Чтобы разрешить эту загадку, некоторые лингвисты предположили, что недавнее восточное происхождение населения привело к более позднему распространению носителей уральского языка, например, протоуральского языка, на котором говорили дальше на восток, и что, вероятно, где-то еще, как недалеко от Монголии, так и в районе водораздела между Енисеем и Леной, возможно, около 3000 года до нашей эры. Кстати, сценарий совместимый с результатами из этого исследования. В будущем исследования древней ДНК из этого региона позволят более точно установить археологическую идентичность протоуралоязычного сообщества и глубже понять его связи с более обширным социальным миром западносибирского бронзового века. Кстати, в недавней работе лингвистов был сделан вывод, что гунны и хунну говорили на одной и той же ранней форме аринского языка, не путать с арийским, ныне мертвого языка енисейской семьи языков, который авторы условно называли древнеаринским. Поэтому лингвистическая и, следовательно, наиболее вероятно этническая основа гуннов восходит к хунну. Эти результаты подтверждают недавние археологические и генетические данные. Во-первых, в прототюркском и протомонгольском языках есть несколько заимствований из древнеаринского языка. Во-вторых,
Двустишие 329 года на языке дзе, названия и загласы хунну передают черты аринского языка, близком к пумпакольскому, и таким образом, вероятно, отражают его старую форму. В-третьих, гунские личные имена также аринского происхождения. И в-четвертых, енисейские гидронимы и производные от них топонимы вдоль западного пути миграции гуннов преимущественно аринские, что предполагает корреляцию между носителями этого языка и гуннами. Кстати, если интересно, можно сделать обзор на работы генетиков и лингвистов по хунну и гуннам, а также есть генетические данные по сарматам и скифам Скифии, которых часто путают с более ранними скифами. А я на этом, как обычно, не прощаюсь. Хорошего вам настроения и до новых выпусков. И прошу не забывать про поддержку канала.